Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, я рад вас всех видеть на нашем парфюмерном канале. Сегодня я в этом видео решил рассказать про один интереснейший нишевый французский дом, называется он Diptyque. Не так давно в магазине в местном была большая скидка, и мы с Сергеем так прилично в нем закупились именно только ароматами Diptyque, ну и еще и свеча. Вначале самым расскажу прям вкратце историю Diptyque, она на самом деле интересная. Diptyque был основан в 1961 году во Франции, в Париже, на улице Сен-Жермен, дом 34. И они сначала начинали, это вообще друзья, художники, дизайнеры интерьеров, вдохновились древнегреческой культурой. И Diptyque с древнегреческого означает как скульптура и картина, которая состоит из двух частей. И не зря вообще логотип на марке Diptyque, вот этот овальный такой как бы щит, он был позаимствован и вдохновлен с древнегреческих воинов. Они пользовались защитными щитами вот именно такой овальной формы. И эти щиты они также украшали. У каждого щита был свой дизайн у древних греков. Вот. И они в 1961 году решили основать свой бренд. Сначала они начинали с элементов интерьера, делали красивую ткань, какие-то скульптуры. И на самом деле они как раз стали знаменитыми благодаря вот таким дизайнерскими такими штучками, элементами дизайна. Потом в 1963 году они решили создавать свечки и начали изготавливать свои парфюмерные качественные свечки. На самом деле они очень довольно-таки качественные. Уже это не первая свеча от марки Diptyque у меня. Хороший воск, приятно пахнет, довольно-таки диффузно и равномерно все прогорает. Никогда не остается воска на стенках свечи, как довольно-таки часто можно встретить. Все очень хорошо и качественно. И в 1968 году они уже создали свой первый аромат, который назывался Le Diptyque. Хочу начать с первого аромата, называется Le du 34. Вот такая у них коробочка, здесь 100 мл, концентрация Eau de Toilette, аромат 2013 года. Смотрите, какое у них прикольное решение. На коробочке есть такое окошко. Если нажму на это окошко, выдвигается отсюда коробочка. Я, кстати, делал шорты с распаковками, как это все выглядит подробно, так что можете посмотреть наши шорты на нашем канале. Вот, я уже достал отсюда флакон. Флакон у них выглядит вот так. Смотрите, какой пульвик интересной формы. Такой толстый, как будто провод от утюга какого-то. На крышке 34. Почему 34? Это бутик был первый основан на улице Сен-Жермен, дом 34. У них очень хорошие пульвики. И, кстати, донышко у них вот такое, как немного внутри, как винная бутылка, есть такое углубление. Чем же мне пахнет этот аромат? Это, я хочу сказать, фужер. Он довольно-таки очень стойкий. Очень много зелени здесь. Я его вот вижу действительно больше на весну, на лето. Его очень приятно носить. Здесь именно зелень, листва. Очень много листвы, травы. Такое ощущение, как будто вы зашли в какой-то лиственный лес, именно не хвойный. Хвои я здесь вообще особо не чувствую. Лиственный лес, и возле этого лиственного леса находится такое зеленое большое солнечное поле, где очень такая сочная зеленая трава произрастает. И
И вот на этом поле еще растут какие-то цветочки. То есть там он довольно-таки зеленый, цветочный, заявлен как унисекс. Это стойка. Стойкость примерно 5 часов. Со временем, через 5 минут, немножечко начинает замыливаться, зашампуниваться. Но все равно все-таки звучит довольно-таки природно, вот и зелено. Ставлю ему 9 из 10. Мне нравится этот аромат. Прям очень кайфую его наносить. Сейчас вот в прогулке в парк, на улицу. Прям как будто вы сливаетесь с природой. Следующий аромат я бы хотел бы показать Eau de Duel. Смотрите, какая красивая коробочка. Здесь уже открывается он сверху. 50 мл. Eau de Toilette. И не менее красивый флакон. Мне очень нравятся флаконы на самом деле у Diptyque. Если посмотреть с задней стороны флакона, там тоже будет такая картина. Не зря все-таки создавали художники-дизайнеры. Везде здесь картина такая, как будто нарисована чернилами. Чем же мне этот пахнет? Здесь все-таки очень много ванили. И я хочу уже сказать то, что в этом аромате очень... Он самый стойкий. Он прям вообще самый стойкий-престойкий из всех, которые я сегодня буду рассказывать. И на удивление, старт здесь очень приятный. Немножечко такой лимонный. Пахнет действительно каким-то таким лимонной тарталеткой, можно сказать. Но сладость здесь очень даже умеренная. Это не кондитерский, не гурманский пахнет. Здесь пахнет очень такой хорошей, вот этой природной стручком ванили. Вы знаете то, что стручок ванили – это плод орхидеи, который собирается еще зеленым. И он сушится аж 34 месяца, чтобы напитаться и высушиться, и потом издавать такой чудесный и красивый аромат. Здесь со временем мне начинает пахнуть джин-тоником с лимончиком и ванилью. Пахнет вообще очень классно. Это прям 10 из 10. Я его рекомендую из-за того, что он очень стойкий, очень шлейфовый и очень красивый. Прям могут спокойно носить и парни, и девушки. Это полностью унисекс. Вне сезона это красота ванильная. Следующий аромат я хотел бы рассказать про Saint-Germain. Так и называется. В честь улицы. Он был создан в 2011 году. В честь 50-летия бренда. Посмотрите, какая здесь красота. Коробка. Внутри коробки здесь такой вкладыш. Здесь сам бутик как выглядит. Такой рисунок. Все действительно прям вот художественно сделано, очень красиво. И сам флакончик в таком вот мешочке. Такой вот мешочек. И здесь у меня 50 миллилитров. Посмотрите, уже как бы нормально так отпито. Сам флакон. Сам флакон тоже, смотрите, какой пульвик, как будто очень похож с этим. Как будто провод. Здесь также 34. Это Eau de Toilette. Здесь углубленное такое, есть углубление во флакончике. Чем же мне он пахнет? Он как бы передает атмосферу, он очень аутентичный, то есть он передает атмосферу, как пахло в бутике 50 лет назад, когда он только открывался. Вот. Вначале, почему он действительно, вот есть аромат интерьера такого очень уютного. Здесь пахнет корицей, черной смородиной. Какая-то есть, знаете, как будто передали что-то воском пахнет. Так как эта марка изготавливает свечи, и она начинала со свечей,
И здесь вот действительно есть такое восковое что-то. Прям пахнет такой пряной свечой. Именно аромат корицы, гвоздики. Он очень красивый. Я познакомился с этим ароматом благодаря Лизе. Она состоит в нашей парфюмерной группе, и она приносила этот аромат. Мы его слушали, и она рассказала то, что этот аромат один из любимых ее парня. И я думаю, то, что действительно он заявлен как унисекс, но больше подойдет для парней. А есть в нем все-таки какое-то такое больше мужское направление и древесность. Со временем здесь очень много дерева. Аромат очень достойный, 10 из 10. Скажу, что стойкость хорошая, не скажу, что прям мега стойкая. 4-5 часов спокойно можете его разнашивать и носить, он на вашей коже будет довольно-таки слышен. Следующие ароматы, про которые я хочу рассказать, находятся в 2 черных коробках. У компании Diptyque есть такое разделение. Концентрация Eau de Toilette находится в таких белых, а уже Eau de Parfum черно-белые такие коробки. Начну я с Orcheon. Вот так выглядит у них коробочка, и она раскрывается очень необычно. Раздвигаются вот здесь коробки. Сам логотип. И здесь еще такая бумага пергаментная. И сам флакон такого черного цвета. Вот так выглядит у них флакончик. А сзади также есть рисунок. Черный такой пульвик. 75 мл. Eau de Parfum. Что же такое Orcheon? Это дань уважения клубу, джаз-бару, в который любили ходить основатели этого бренда. От этого джаз-бара уже ничего не осталось, от Orcheon. Только есть синяя колонна, которая находится в бутике Сен-Жермен, дом 34. И вначале пахнет такой, он прям хрустально чистый. Очень много здесь стирального порошка. Каким-то кондиционером для белья пахнет. Возможно, даже вот аромат чистоты. Но есть здесь какая-то свербящая нота. Вот мы недавно с Сергеем были на парфюмерной встрече, и Сергей проносил этот аромат туда. Там была Регина, и она также вот сказала то, что что-то здесь есть такое свербящее, то, что перебивает вот эту чистоту. Как будто, может, мускус какой-то. И здесь заявлен кедр, можжевельник и жасмин. И это довольно-таки прям супер унисексово. Это вот тот жасмин, который я могу спокойно носить. Он не уходит ни в какую женственность. Жасмин здесь сглаживает кедр и можжевельник. Обязательно попробуйте, он интересен и ни на что не похож. Следующий аромат называется Eau de Menthe. Такая коробка. Я сделал подробные такие шорты на распаковку этих ароматов. Можете зайти на наш канал, посмотреть шортс. И, кстати, вы можете посмотреть на нашем канале. Мы с Сергеем, когда были в Ереване, мы засняли там обзор 5 ароматов от компании Diptyque. Там и Philosopus, самый популярный, можно сказать, на данный момент их аромат. Еще другие какие-то ароматы, которые мы там рассматривали. Так что зайдите в описании, под видео будет ссылочка на это видео, которое мы записывали в Ереване. Смотрите, какой флакон. Здесь 75 мл. Концентрация Eau de Parfum.
Вообще, когда создавали этот аромат, вдохновились древнегреческой мифологией. Здесь, видите, Древняя Греция вообще у этого бренда очень вдохновила создателей. И вообще они как-то, я так понимаю, увлекаются древнегреческой мифологией, потому что все очень много связано с Древней Грецией. Минта была водной нимфой. Она завела роман с богом подземного мира Аидом. И когда об этом узнала жена Аида, Персифона, они как бы превратили Минты в мятное дерево мяты. И вот этот аромат мяты распространился по всему подземному миру, маскируя запах смерти. И вот такая красивая история про этот аромат, про эту водную бедную Минте. И, конечно же, этот аромат посвящен мяте. Здесь ее очень много. Здесь мята вперемешку с геранью. Здесь очень много, я чувствую, герани и лаванды. Как по мне, здесь также очень много лаванды. И вот 3 аромата, которые я могу отсюда вычленить. Он для меня пахнет немного похоже с классическими мужскими ароматами, а именно Chanel Эгоист. Вот, и есть очень большая схожесть с этим ароматом. Если вам нравится Chanel Эгоист, попробуйте вот этот аромат. Он также неплох, и он тоже, кстати, имеет хорошую очень стойкость и шлейф, как и Chanel Эгоист. Буду носить под настроение, не на каждый день, я так думаю. Но его можно спокойно носить и в офис, и вообще в люди. Вы никого не удивите с этим ароматом. Он довольно-таки понятный, несложный для восприятия. Хороший аромат, прям хорошая работа парфюмеров. У марки Diptyque есть и travel флаконы по 7,5 мл. Довольно-таки бюджетно можно купить и брать с собой в дорогу. Очень удобно. И у меня есть один из ароматов Diptyque. Это Dasson. Концентрация Eau de Toilette. Вот так вот выглядит у них сам этот флакончик. Здесь изображена бухта под названием Dasson. Это один из вьетнамских городов, в котором любил проводить один из основателей бренда. Туберозу, жасмин и цветки иланга-ланга заворачивали в зеленые большие листья каны и относили их как преподношение в храмах. И он действительно пахнет вот этими цветками. Здесь очень много белых цветов, цветка апельсина, цветок тубероза. Тубероза здесь такая нежная, довольно-таки негромкая. Она сглажена вот цветком и жасмина. Вот старт очень-очень классный, очень красивый. Пахнет очень натуральным прям вот цветком. Как будто вот поставили мне здесь рядом букет туберозы, жасмина. Очень. Это звучит элегантно, звучит солнечно, позитивно. Аромат, который дарит какое-то умиротворение, дарит какой-то позитивный взгляд на жизнь, и настроение поднимается с этим ароматом. И в то же время он очень элегантный, женственный, такой нежный. Я его вижу больше именно на девушках. И это очень, очень хорошо. Я знаю то, что Лиза, она очень обожает этот аромат. Она состоит в нашей парфюмерной группе и очень его хвалит. И недавно получила себе в подарок именно этот аромат. И хочу, Лиза, сказать, если ты смотришь это видео, аромат прекрасен, очень классный. И уже последний аромат в этой подборке я хотел бы показать также в travel флаконе. Eau de Sense, так и называется. Здесь изображены апельсинчики на ветке. И он как раз таки посвящен цветкам апельсина и самому фрукту, этому цитрусу, апельсину. Здесь все-таки очень много мыльности.
И мыльность не такая там какое-то хозяйственное мыло, ни в коем случае нет. Это пахнет очень таким дорогим, качественным цитрусовым, апельсиновым мылом. Это для меня прям аромат Италии. Мне так кажется, что вот действительно пахнет каким-то итальянским садом апельсиновым, апельсиновой плантацией. Когда апельсины начинают цвести, вот такой вот стоит аромат в Италии. Я хочу посоветовать этот аромат Алексею, нашему другу. Он любит именно такие ароматы мыльные. Возможно, тебе вот этот аромат понравится. Попробуй с ним познакомиться. Он, не скажу, что он прям не стойкий, у него средняя стойкость. И я думаю, что он прям вот идеально подойдет в теплое время года, в солнечное. Аромат прям очень хорошего итальянского цитрусового мыла. Всем большая благодарность за просмотр этого видео. Я постарался рассказать информативно. Подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали, поставьте лайк. Напишите комментарий, знакомы ли вы с этим брендом. Возможно, у вас есть любимые ароматы у Diptyque. Мне все-таки больше нравится Eau de Vie. Если вот говорить про все эти ароматы, я чаще всего его наносил перед этим видео, изучал, и он как-то мне больше импонирует, потому что у него очень высокая стойкость, порядка 12-14 часов. С утра до вечера он держится хорошо на коже. Интересная ваниль здесь, очень такая природная ваниль с таким джин-тоником, освежает. И посмотрите, какой флакон. Это тоже произведение искусства на самом деле. Просто поставить на полочку, любоваться этим чудесным флаконом. И да и остальные ароматы тоже очень классные. Если это нишевый бренд, вы можете не пугаться. Они понятные ароматы. Люди не будут от вас там отдаляться в общественных местах. Такие, ой, что это, что на вас нанесено. Этого не будет. Я это прям гарантирую. С вами был Слава, мой флакон. Всем goodbye.